Переходим к ножкам. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Так, стягиваем колечко и соединительный столбик. Второй ряд. Воздушная петля и вяжем 6 прибавок. В конце ряда 12 столбиков. Мы провязали 12 столбиков. И теперь мы будем менять цвет на цвет наших штанишек. У меня они вот будут голубенькие. То есть соединительный столбик во втором ряду, вот этот в конце, мы уже провязываем синей ниточкой. Все, эту мы обрезаем, она нам не нужна. Я их завязываю, соединяю. Можете ввязывать как вам угодно. И теперь будем вязать штанишки. Следующие 3 и 4 ряды мы вяжем по 12 столбиков без накида, без изменений. Только у нас уже синяя пряжется. Эти 2 ряда провязываем самостоятельно. Вяжем 2 ножки. Одну мы отрезаем, а вторая ножка, вот смотрите, мы довязали, соединили, и теперь вяжем 3 воздушные петли и соединяем с первой ножкой, там где у нас вот соединительные были. Вяжем соединительный столбик и воздушная петля. Вот мы соединили ножки, и теперь у нас начинается вязание тела. Теперь мы провязываем 12 столбиков без накида по ноге. И здесь у нас, смотрите, остается большое пространство. Нам нужно переходить на 3 воздушные петли. То есть я здесь делаю накид и еще по вот этой вот, по нашим воздушным петлям. То есть здесь я провязала 12. Вот это у нас тут должен быть соединительный столбик. Но я делаю накид, чтобы у нас дырочки не было между ног. И вот здесь самое сложное в эти воздушные петли
попасть. Так. И провязываю их вместе. Вот, видите, у нас закрыто все. Одна по воздушке. Вторая по воздушке. Третья по воздушной. Здесь прихватываем здесь. Идет столбик первый раз. Теперь 12 по ноге второй. И провязываем 3 по второй стороне. Здесь я тоже делаю такой накид небольшой. И перехожу на воздушную. Вы можете так не делать. То есть провязали 12, 3 по воздушной. Это уже у меня такие. Так, 3 по воздушной. И делаем соединительный столбик. Вот мы провязали первый ряд нашего тела. Штанишек. Второй ряд. Вяжем воздушную петлю подъема, 2 столбика, прибавка, и дальше мы будем 5 раз вязать по 4 столбика без накида, прибавка, и в конце провязываем 2 столбика. В конце ряда у нас будет 36 столбиков. Следующие 3, 4 и 5 ряды мы вяжем по 36 столбиков без накида в каждом ряду. Довязываем 5 ряд и соединительный столбик будем делать уже белой пряжей. Воздушная петля, и дальше мы провязываем 36 столбиков за задние стеночки. Седьмой ряд. Провязываем воздушная петля подъема, 6 столбиков, убавочка, в бедрах убираем, 16 столбиков без накида, убавочка, если у вас где-то пошло смещение, где-то по бокам ориентируйтесь. И довязываем 10 столбиков без накида.
Соединительный столбик. Переходим к 8 ряду. Воздушная петля, 4 столбика, 2 убавочки, 14 столбиков, 2 убавочки и 8 столбиков. Не хочет вторая. Девятый ряд. Вяжем петлю подъема, 4 столбика без накида и убавочка. И так 5 раз. В конце ряда 25 столбиков. Десятый ряд. Петля подъема. И мы с вами вяжем 10 столбиков без накида. Убавочка. И дальше мы довязываем 13 столбиков без накида. В конце ряда у нас 24 столбика. Соединительный столбик. Добавляем сейчас холофайбер. Вот такой толстопузик у нас получается. Дальше мы с вами вяжем 11 ряд. Воздушная петля. И вяжем 2 столбика без накида, 1 убавка. В конце ряда у нас будет 18 столбиков. Это у нас будет заключительный ряд, поэтому можете смело отрезать ниточку. Вяжем руку. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида.
Стягиваем колечко, делаем соединительный столбик. Второй ряд. Воздушная петля. Вяжем 2 столбика без накида. И прибавочка. И еще раз 2 столбика без накида, прибавочка. В конце ряда у нас будет 8 столбиков. Соединительный столбик во втором ряду мы вяжем уже белой пряжей. И дальше провязываем 5 рядов подряд, воздушная петля, и 5 рядов подряд мы вяжем по 8 столбиков без накида с 3 по 7 ряд. Довязали 7 ряд. И дальше будем соединять. Здесь я немножко добавила холофайбера, совсем чуть-чуть. И теперь будем за обе стеночки провязывать. Четыре столбика. Врезаем ниточку так, чтобы можно было потом пришить руку. Все, наши ручки готовы. Теперь пришиваем ручки по бокам вот так. С одной стороны и с другой. Одна ручка пришита, сейчас вторую. Вторую пришивайте сами. И теперь пришиваем голову. Я прямо этой же ниточкой. Обычно люблю с середины, чтобы середина тела была и середина головы. Мы ее сажаем. Все ненужные ниточки мы прячем, добавляем холофайбер, если у нас тело не совсем добитое, да, до определенной, до нужной нам плотности. И все, и пришиваем. Теперь мы начинаем оформлять штанишки. Посмотрите, я отметила маркерами. У нас будет расстояние 7 столбиков без накида. И мы будем вводить сейчас ниточку синего цвета
Смотрите, вот сюда. И присоединяемся к штанишкам за переднюю вот стеночку, что у нас с вами оставалось. Провязываем столбик без накида и еще 6 столбиков без накида. Это у нас будет первый ряд. Переходим ко второму ряду. Воздушная петля. Делаем разворот и провязываем 7 столбиков без накида. Довязываем второй ряд. И дальше делаем опять воздушная петля. Разворачиваем и провязываем третий ряд 7 столбиков без накида. Вот такие штанишки у нас получатся. Запутываем ниточку. Ее можно было, конечно, и в первом ряду запутать. Ну, довязали третий ряд. Смотрите, как у нас получилось. Миленько, правда? Теперь мы провязываем 16 воздушных петель. И соединяем вот где-то в середине штанишек. Соединяем соединительным столбиком. У нас такие полосочки будут. Делаем еще один соединительный столбик рядышком. И снова будем провязывать 16 воздушных петель. Так, довязали. И теперь соединяем соединительным столбиком. И у нас получаются замечательные такие штанишки-комбезик. Все, закрепляем ниточку, обрезаем и запутываем. Прячем ее вовнутрь.
Вот такой замечательный мальчик у нас с вами получился в комбезике. Очень нежный, мягкий и хороший такой. Он детворе обязательно понравится. Пишите в комментариях, понравился ли вам мастер-класс. Что бы вы хотели еще связать. До встречи!